Так, ну а сейчас, мои дорогие зрители, мы находимся в Феникс-моле. Только зашли, и уже Артур там что-то себе присмотрел. Да, Артур остановился возле киоска, где продаются сладости. И вот я поражаюсь, насколько, да, вот молодежь интересная. Джеллеби он не захотел даже пробовать. А как он увидел, это реклама работает или что. Вот он смотрит, когда по телефону передачи, которые прерываются рекламой. Может быть, он увидел, что вот эти вот печенья какие-то там, ну, типа очень вкусные. И захотел попробовать. И что? Посмотрите, Парам даже ему целую банку купил. Здесь можно купить поштучно. А вдруг ему не понравится? Вот я только отвлекусь, и Парам делает иногда такие вот вещи, которые... Артур улыбается своей, как бобрик, улыбкой. Как сказать, бобрячей улыбкой. У него два зуба выпало. Вот, смотрите, нравится. Видите, как он головой мотает, как индийцы. В индийском стиле. Что-то уже уронила. Что? Они сказали вот так и положить. Артур поднял, чтобы выбросить куда-то в мусорку, а девушка ему сказала, говорит, там положи, мы типа приберем. Что у них здесь, наверное, мусорки нет. Ну и что, вкусно, Артур? I want to one taste. Я хочу попробовать, что это такое. 1927 год. Очень вкусно. Вкусно? Да. Да, вкусно. Сейчас мы зашли в магазин. Что это вообще за бренд такой? Я не знаю. Во всяком случае, у меня не на слуху. Я специально вышла, мы уже посетили этот магазин, вышла, чтобы показать вам, что это за бренд. Но во всяком случае, я его не знаю. Артур, Элдо, как-то так. Ну и, в общем, Артур, когда увидел шлепки, которые мне понравился, он говорит мне, мама говорит, мол, мы что, сюда зашли для того, чтобы обанкротиться? Мне так понравилось, как он сказал. Вот эта вот обувь мне понравилась. На самом деле мне такое вот что-то и хочется. 7 тысяч стоит, 7 тысяч рупий, где-то $100. Но вот мне нравятся они и удобные. Но мне нравятся такие вот как бы стильные, на небольшой платформе. В них удобно ходить, они подойдут под многие мои наряды, под джинсы, там, и под юбку. Ну, конечно, под индийскую одежду не подойдут. Парам сразу забраковал, он даже пока не знал цену, ну, то есть, чтобы вы понимали, что дело не в цене, ему просто не нравится, да, вот такой фасон, ему не нравится грубая обувь. Он говорит, ну, если уже что-то такое покупает, то, говорит, вот покупай, вот, выбирай что-то из этого, из закрытой обуви, но мне здесь... В Индии вообще нет возможности, когда я буду носить закрытую обувь. Это когда мы в Кашмир, но мы же не будем куда-то, да, еще там путешествовать по таким вот местам, где холодно. А так вообще невозможно в закрытой обуви ходить. На самом деле очень жарко. Вот эти вот шлепки мне понравились. Но здесь цены высокие, около 7 тысяч. Вот я просто вам показываю, что мне нравится. Ну и качество очень хорошее, но цены кусаются. Мы же не хотим обанкротиться. Ну, давайте я вам немножечко покажу. Вот эта вот модель, по-моему, уже что-то такое было. Я не помню, в каких брендах точно, но я точно видела вот такую вот модель. Сумочки здесь. Вот тоже. Ну, как я... Высокие платформы не ношу, каблуки тем более, потому что здесь очень, ну как, на каблуках вообще невозможно ходить, а высокие платформы делают мой рост еще выше. Я и так выше среднего. Я как какой-то Гулливер по сравнению с другими индианками. Мне это не нравится, да, вот другие женщины гордятся своим ростом, а я со своим ростом 1,67 м, наоборот, комплексую здесь, в Индии, потому что я ниже всех остальных. Хотя, я признаться, вот даже у себя на родине у меня подружки все были ниже моего роста. И, ну, особенно в школе я, ну, как-то немножечко даже комплексовала. Потом у меня же появились другие подружки, более высокие. Короче, я за всю свою жизнь почти не носила каблуки и платформы. Какой-то был небольшой период в моей жизни, а потом я все равно возвращалась к низкой подошве.
Все из-за того, чтобы не выглядеть слишком высокой, чтобы не выделяться на фоне своих людей, с которыми я провожу время, с которыми я общаюсь. Представляете, какой ужас. Ну, может быть, это именно лично мои комплексы, другие, наоборот, это выставляют и гордятся. Вот это вот мне тоже нравится. Вот я вам просто показываю то, что мне нравится. Возможно, это не в вашем вкусе, но вот здесь, в этом магазине, на самом деле есть модели, которые я бы себе купила. До этого мы когда-то, помните видео, я ходила, выбирала, там ничего не было на мой вкус. В итоге мы купили что-то такое, что уже лишь бы что купить. И Параму не понравилось. И я, честно говоря, тоже не в восторге от той обуви, которую мы тогда купили. И я ее практически не ношу. Вот сегодня, кстати, я вам покажу, в чем я вот таких вот на низкой платформе сандалях в индийском стиле. Оголенных. Вот, посмотрите, сидят, даже не участвуют. Ну, говори, Артур. Угадай, говорит, цену. Ну, я думаю, что здесь вообще все цены около 7 тысяч. Ну, хорошо, 7 тысяч. Ну, хорошо, говори уже, я не буду. Ну, 7, 6, больше 7, 10. Правильно. 10 тысяч, посмотрите. Вот, ну да, 10 тысяч без одной. Какой доллар? Чего ты доллар? Ты здесь мы находимся вообще в Индии. Здесь доллары. Вот, видите, 10 тысяч. Вот такие вот шлепки. Да, она уже как... Ну, красиво. Это сам бренд. This is all бренд, который я раньше не слышала. О котором я раньше не слышала. А ты будешь давать 10 тысяч только на одну шлепку или на две? Ну, это за пару, Артур, по-любому. Кстати, я хочу вам показать продавца. Посмотрите, какой накачанный парень с цепочкой. Парам поделится. Ссылку дает на канал на наш. Парень заинтересовался. Ну, я ему объяснила. Что действительно модели здесь интересные, но не наш бюджет, как я тоже сказала, мы не хотим разориться. Парам, and you show which shoes you like. Покажи, мне просто, because, no, for me. Да, вот выбери, вот просто вот вообще не смотри, don't see. Ему вот эти вот понравились за 10 тысяч. Он считает, что, ну да, ну красивые, но они похожи на мои, которые я вам показала, в которых я сейчас. Видите, сейчас Парам отворачивается. Знаете почему? Потому что я говорю, ну как говорю, ты думаешь, сколько зарплата у этого парня, который работает в этом брендовом магазине? Он говорит, где-то 25 тысяч. Я говорю, ну по-любому он имеет какие-то экстра, ну где-то он что-то подрабатывает, левачок какой-то имеет. Я говорю, посмотри, как он весь в брендовый, там ремень у него Луи Виттон. Какой Луи Виттон, говорит, а это он купил где-то на рынке, там, я не знаю, за 250 рупий. Говорит, ну он очень, очень, говорит, симпатичный. Он говорит, ну это на нем все, вся эта его одежда, вся эта экипировка, на самом деле все это подделки, как считает Парам. Ну, такой накачанный, здоровый у него вид. Говорит, это все показуха, ну, как Парам считает. Ну, я не знаю. Я, как вы знаете, работала на рынке Барабашова в Харькове. Знаю, сколько у нас зарабатывают. Что, Артур? Пойдем в H&M. О, да, Парам. H&M. Это Зара, Артур. Вот у нас сегодня есть возможность именно так не спеша прогуляться. Причем мне так особо ничего не надо. Именно вот если что-то вдруг очень сильно понравится, то я куплю. Потому что мы, напоминаю, сегодня остаемся на ночь. Потому что завтра у нас встреча с нашими друзьями. И сегодня мы вот так вот проводим время не спеша. Решаем все наши вопросы. Снимаем видео. Это детский магазин, да, Артуру хочется купить что-то новенькое на выход.
Вот, поэтому вот даже вы иногда пишете, что вот, что ты трогаешь, там заходишь, смотришь. Но в основном вот сегодня это как и ради вас показать, да, что здесь продается. На самом деле, да, я всегда вот смотрю цену, если мне цена не подходит на сегодняшний день, я просто посмотрю, сниму на видео ради вас, но даже мерить не буду. Редко бывает меряю, потому что иногда продавцы просят, да, вот иногда продавцы видят, что я снимаю на видео, и они думают, что это им послужит как реклама. В таких случаях я меряю. А так вообще я на самом деле, да, как я работала продавцом, я вот из тех, которые там не мстят. Сколько у меня было таких покупателей, которые меня доставали по полной программе, но я наоборот это, да, сделала из меня более правильного покупателя, который относится с уважением к продавцам и никогда не достает. Сейчас мы зашли в Zara, вот видите, в какой я рубашке. Я ее, кстати, тоже в Zara покупала, примерно год назад. И вот видите, до сих пор что-то подобное, как в тренде, я не знаю, может не в тренде, но во всяком случае в наличии. Только с блестками. 3,350 разных цветов. Что здесь еще? Джинсы. Я думала, что здесь получится подыскать себе обувь. Но здесь тоже такого плана, как мои сандали со стразами. Индианки любят такое вот. Возможно, в других Zara, в других странах такую обувь не выставляют. Вот еще такие вот сабики мне нравятся. Я бы тоже с удовольствием носила, но здесь по Индии неудобно на каблуке. Это не функциональная для меня обувь. Мне некуда ее будет надевать. Вот тоже симпатичные шлюпки, но мне все-таки хотелось немножечко, чтобы была платформа. Давайте по ценам. 3500. Во всяком случае не 7. Это, наверное, еще с зимы. Теплые. Что это за ткань? Типа кашемира, я не знаю. Это все теплое, там мы проходим мимо. Даже вот еще. Я думала, что уже все будет весна. Но это, наверное, как старая распродажа зимы. Сапожки, полусапожки. Боже мой. Мне кажется, у меня что-то такое когда-то было. Лет в 20. И опять, вот видите, рубашки полосатые, наподобие моей. Но моя мне больше нравится. Как-то, не знаю, не на чем глаз свой положить. Ну что, друзья, сейчас Парам выбирает для меня духи, парфюм. Я сказала, выбирай ты на свой вкус, чтобы тебе от меня приятно пахло. И вот я для себя выбрала вот такую вот маечку. Как говорится, на все случаи жизни. 650, по-моему, рупий стоит. Приятная ткань, хорошо сидит. Вот как, допустим, сейчас я в маечке. Такая база. И что, ребята? Артур тоже помогает. Я не могу, но все, в принципе, многие запахи приятные, поэтому я дала Параму такую возможность выбрать. Вот посмотрите, как он интересно выбирает. Ну что, Парам, something you like? Не знаю, что-то ему не нравится. Вот показываю вам, сколько много людей здесь отовариваются. Довольно-таки популярный магазин Zara. Что? Что-то нашел. Что тут? Сейчас я... подожди, ты тулит, посмотрите, как мне прям чуть ли кулаком в лицо. Какими-то цветами, like sunflower. А я уже нанесла. Не знаю. Немного приторный, очень-очень сильно пахнет цветами. Но даже вот по цвету можно определить, что здесь какой-то приторный, сладкий запах. Парам, ты хочешь, чтобы от меня так пахло? You like this? Да.
Не очень. Ты не в восторге, Артур? Артур не в восторге. Ну давайте еще повыбираем. Черри, ну да, вишни, где он парам прочитал, там написано черри, это вишня. Мы сейчас зашли в H&M. Я вам специально так втихаря показала женщин-мусульманок. Просто интересно, что они выбирают. Они намерялись, очки меряли, короче. Вот, а я себе опять футболку такую вот черную выбрала, базовую, померить. Ну, на самом деле, я сейчас включила камеру, чтобы вам этих девчонок показать. Ну, действительно интересно, зачем они пришли. Мерили очки солнечные. Артур с Парамом от меня ушли, даже убежали. Убежали от меня. На улице темно, я какое-то время не снимала, а сейчас мы опять в магазине. Почему-то в моле в H&M много детской одежды, но мы там ничего для Артура не выбрали. Вот сейчас зашли в такой более индийский магазин и уже вот посмотрите, присмотрели. Скорее всего мы купим вот эти вот две нарядные футболочки для Артура. Цена в районе 700 рупий. Вот, вот смотрите, 549 рупий. Цены здесь такие приемлемые, качество хорошее. Вот 700 рупий вот эта вот футболочка. Вот, скорее всего, мы эти две и купим. И вот так еще для вас покажу. Но это вот слишком нарядное, на мой взгляд. Хотя вот индийцы любят такое вот, чтобы и со стразами было. Ну, я показываю, что здесь вот для мальчика. Вот это тоже неплохая футболка, но какая-то грубоватая. Вот. Неприятная к телу. И вот сейчас еще они попросили продавца показать шорты. Вот такие вот шорты для Артура, но ему ничего не понравилось. Да, Артур, ты не выбрал никакие шорты, ничего ему не нравится. Вот шорты как раз лучше в моле выбирать. Там почему-то в этот раз ничего не приглянулось. Ну, купим, скорее всего, вот эти вот две футболочки. Огромный трехэтажный или даже четырехэтажный магазин. Здесь я себе индийскую одежду покупала. Много раз. Вот европейская здесь тоже есть, но такая не на мой вкус. Окей, Парам, давай эти две футболки покупай. Шорты нам не нравятся. Но мне тоже они не понравились. Это не то, что хотелось. Наверное, у них нет. Я думаю, что у них просто нет таких вот именно стильных каких-то шорт. Нет. Итак, друзья, сейчас мы едем в такси по ночному Мумбаи. Ну как, конечно, еще не ночь, но во всяком случае мы не так часто бываем в Мумбаи в такое время. Сейчас часов 7. Посмотрите, сколько много людей. Парам говорит, что сейчас самое интересное время. 2 to 4 o'clock I sleep here many times. Why? Говорит, я тут, ну это мы сейчас на набережной. Why you sleep? Почему ты здесь спал? May, June, very hot in Mumbai. Near sea we sleep in sand. Very spill. Oh my God. Говорит, что летом в Индии, лето в мае, начало июня, очень жарко, невозможно, особенно в Мумбаи. Ну, у нас в Матаране можно нормально переносить жаркое время, а вот в Мумбаи это просто ужас. И говорит, только рядом с морем можно уснуть. О! Парам сейчас такой возбужденный, говорит, ну мы тут много интересных мест проезжали, я только сейчас решилась достать камеру и снять, что он просто не замолкает под впечатлением. Значит, Парам, когда приехал в Махараштру, он жил здесь в Мумбаи, жил и работал, поэтому он здесь все знает в этом районе. Так интересно, да, Артур? Еще про бары какие-то еще рассказывают. Неужели он посещал бары? Говорит, бары, где там танцуют красивые девушки из штата Карнатака и зарабатывают кучу денег. Но я не буду уже подробно. Говорит, пожилые мужчины приходят в эти бары и вот так вот прямо разбрасываются деньгами, да, этим молодым красивым девушкам. Да, видите, даже такое есть в Мумбаи. Ну, то есть не то чтобы даже, чтобы вы не думали, да, что Индия это только Матаран. Много сейчас, подожди, что? Normal families, middle class family boys also spend money there. That's why one political leader say, if I am coming ruling party, I close this all dance bar. And he closed 2010. Yes.
And now available. But, то есть Парам объясняет, что ну ладно, еще богатые, их не жалко. А если обычные, да, вот мужчины семейные, которые поддаются такому вот соблазну и из-за этого рушатся семьи, ну и вот один политический лидер пообещал закрыть, если его выберут. И действительно он закрыл часть таких вот, да, часть таких вот баров. Ну да, всю зарплату тратят. Ну все, ладно, уже угомонись. Прячется. Только что Артур такой говорит. Артур, я не понимаю. Да, Говорит, я не понимаю, мол, о чем речь, о чем речь. After age explain your small baby, not for you. Ну, в общем, Парам говорит, когда Артуру будет 20 лет, тогда он ему все расскажет. Royal Enfield bike for Arthur. Все, ладно, выключаемся. Сейчас мы идем в кафе, хотела сказать, в ресторан. В принципе, в ресторан, да, Виго ресторан, да, кафе, ресторан, что это? Restaurant we go. Да. I want drink one beer. О, май гад. All day Понесло парня. Давай. Ну все, я не могу, очень как бы интересно, но темно, не могу, не буду долго снимать. Так, ну что, мои дорогие зрители, наконец-то мы сидим в заведении, которое действительно не стыдно назвать рестораном. Я думаю, что оно заслуживает это имя. Называется ресторан Нирвана. Раньше назывался Нагина. Здесь Парам работал. И вот я вот хочу вам показать, что у нас на столе. Это все стартер, то есть это все, что до основного заказа приносят. Вы видите, сколько всего. Этим реально можно наесться. Различные соусы, орешки, овощи, салат, чана, вареные ложки, видите, даже нам предложили. Сколько всего. Ну и вот, видите, Парам решил немножечко как расслабиться, я не знаю. Он уже такой возбужденный был в такси, что, наверное, показалось, что он уже как выпивший. Ну вот, ему захотелось охладиться таким вот напитком под названием пиво. Ну и давайте посмотрим. Значит, сколько время сейчас? Вот я показываю, видите, там часы висят. 8 часов начала 9. И вот, видите, в это время уже народ начинает подтягиваться в ресторан. В основном мужчины сидят в это время. В основном мужчины. Но это еще только начало. Самый разгар будет чуть позже. Ближе к 11 здесь будет просто не протолкнуться. Все столики будут заняты. Вот так вот в Индии любят проводить время воскресное. Хотя завтра рабочий день, понедельник. И вот рядом с нами тоже мужчина сидит. Немножечко его покажу. Один попивает коньячок. Ну, ладно, не будем смущать народ. Значит, друзья, ну, на этом я заканчиваю свое видео. Артур, прикрути звук, боже мой. Пока, говорит. Ну все, всех люблю, целую. До завтра. Завтра будет еще более интересный и насыщенный день. Special biryani. Natash, this is very special biryani. I think you like it, this veg. वो निकाल दे. पहले राइस दे दो, उसको राइस. Слушайте, я не удержалась. Подождите, не удержалась, чтобы не снять на видео вот этот вот момент. Вы только посмотрите, как Артур балдеет. Как, знаете, люди ноги парят. Артур, это очень такая прям горячая вода с лимоном. Ну, индийцы же многие едят руками, поэтому вот в Индии, да, принято в ресторанах приносить вот теплую воду в конце, чтобы помыть руки. Ну, а лимон тоже, да, он устраняет запахи. И Артур, посмотрите, как он балдеет. Вкусно покушал, сидит, смотрит мультик и руки парит. Папа дает ему салфетку, вытирай. Спа-процедура по-индийски. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.